Всем привет-привет, с Марией. Сегодня мы продолжаем наши разборы. И для сегодняшнего разбора я выбрала очень интересный YouTube-канал по нескольким причинам. Сейчас объясню быстренько почему. Этот YouTube-канал существует уже достаточно давно. Ведут его два голландских парня. Называется канал Bondgenoten. Переводится на русский это как «союзники». Они делают социальный эксперимент. Почему это интересно? Потому что это захватывающе. То есть обычно зрители досматривают до конца. Куски довольно длинные, поэтому сегодняшний выпуск я разбила на 3 части. Сегодня первая часть. Обязательно обратите внимание, что там будет ненормативная лексика, не совсем нецензурная, но ненормативная. Поэтому мы поставим значочек 18+. По поводу того, еще почему это важно, потому что здесь, на этом канале, у нас очень простая речь, повторяющаяся речь, то есть многие слова повторяются, и они очень легко запоминаются. И очень много фразеологизмов, таких вот расхожих фраз, которые мы используем каждый день в нашем тоже родном языке, и которые записываются так называемыми чанками, такими языковыми кусками. Не столько мы будем говорить о грамматике, хотя тоже посмотрим на грамматические структуры, потому что в разговорном языке у нас грамматика очень простая, да, у нас будут инверсии явно показательные, у нас будут сложно подчиненные предложения, типа там потому что, из-за и так далее. Но самое главное, что мы увидим здесь, это именно слова, словарный запас. И еще хотела сейчас вам показать очень интересный момент. Вы удивитесь, какие слова вам нужно запоминать и учить для того, чтобы, если не нативно звучать, но близко к нативу. Мы всегда думаем, что нам нужно учить очень много глаголов и существительных, а на самом деле, сейчас я это покажу, маленькие частички и особенно прилагательные наречия делают наш язык очень богатым и нативным, так скажем, да, как похожим на носителей. Поэтому мы сегодня грамматику немножечко отложим, так как у нас в обычном разговорном языке какие у нас грамматические структуры будут? Естественно, вопросы, утвердительное предложение. И, конечно же, очень много у нас будет повелительного наклонения, так называемого императива, да, когда мы говорим «иди», «садись», «ложись», «делай», как это говорить по-нидерландски. Поэтому на все это мы обратим внимание, а сейчас я себя уменьшу. И давайте посмотрим на то, что я вам говорила. Смотрите, вот я вам сделала такой PDF. Секунду. Всё, подергаю и увеличу. Вот видите, у нас, если вот так вот подергать, то можно увидеть. Нам нужно выучить некоторую минимальную терминологию для тех, кто учит язык. Вам обязательно придется, так как у вас будут голландские преподаватели, и даже я, когда я веду, например, на B1, B2, я все равно минимально учу терминологию, потому что иначе и преподавателю будет неудобно говорить, объяснять, что вот эта штучка и эта штучка, а это не штучка, а это существительное, глагол, наречие, прилагательное, да. И поэтому я здесь выписала, как они называются по-голландски, если учитель выбирает голландскую терминологию. Если учитель выбирает, например, не голландскую, а английскую терминологию, то там немножко будет все по-другому, но в любом случае какую-то терминологию вам нужно будет знать. И вот посмотрите, zelfstandige наамwoorden — это существительные, местоимения, voornaamwoorden, werkwoorden, глаголы, particles, частички, voegwoorden, союзы, bijvoeglijke наамwoorden, прилагательные, и bijwoorden, наречия. Это минимальное количество, минимальное, в общем-то, количество слов, которые вам придется запомнить касательно терминологии. Сейчас я посмотрю, может быть, я куда-то убежала из вашего пространства. Вот, по-моему, вот так я себя поставлю, чтобы вам было, с одной стороны, меня видно и хорошо слышно, а с другой стороны, вам не мешало. И вот обратите внимание, вот из этого отрывка, 3-минутного отрывка, мы видим, сколько у нас существительных было использовано, сколько у нас было использовано глаголов с частичками и с союзами. Да, видим, что это довольно большое количество. А вот здесь у нас прилагательные и наречия, насколько их много в трехминутном отрывке, да, то есть их огромное количество. И здесь вы можете потом позже прочитать,
какие у нас устойчивые выражения, которые мы используем каждый день и как они формируются. На что вам обратить внимание? Ну, давайте начнем. Итак, Bondgenoten, социальный эксперимент. И название этого социального эксперимента называется Slechte Vater, плохой отец. Или я немножечко смягчу название Rotkind, противный ребенок. Ну, если дословно рот, у нас будет это слово вот здесь, да, это сгнивший, подгнивший, но когда мы говорим о людях применимо, то есть это вот противный ребенок. Очень интересно, как проходят в Голландии социальные эксперименты и как люди реагируют на вот такие социальные эксперименты. Ну что, поехали. Так, минуточку, мне надо, чтобы я все равно еще пока оставалась в рамках видения. Да, вот сейчас я посмотрю. Да, вот. Итак, начнем. Я включила вам субтитры, иногда они дублируются, потому что у ребят есть свои субтитры, но субтитры иногда они вырезают, потому что они, естественно, делают на обычную голландскую публику, поэтому мне иногда приходится их подключать. И вот сейчас мы будем смотреть. Обратите внимание, у нас сегодня лексика, обратите внимание на лексику, перевод, то есть как это работает, и в меньшей степени грамматики. И давайте мы начнем. Мы видим название «Vader behandelt zijn kind slecht». Bondgenoten. Отец обращается со своим ребенком плохо. Behandelen – это обращаться с кем-то или, ну да, обращаться с кем-то, если мы говорим по поводу отношения между людьми. Ga nou even rustig zitten. Helemaal ziek van jou. Wat een kutkind ben je af en toe, zeg. Ongelooflijk. Ага, давайте вернемся. Давайте вернемся. Всего несколько предложений. Еще раз посмотрим, о чем тут речь, с чего они начинают и какие у нас есть слова. Ga nou even rustig zitten. Ga nou even rustig zitten. Что это такое и с чем его едят, как говорится, да? Вы это можете услышать, особенно когда родители разговаривают с людьми, с детьми, то вот эта вот фраза очень часто присутствует, да. Это у нас так называемый, если разбирать грамматически, императив, повелительное наклонение, как в русском языке. Мы начинаем с глагола, да, мы знаем, что когда мы начинаем с глагола, у нас обычно это вопросительная форма, но когда у нас повелительное наклонение, мы выбираем императив, когда мы даем определенные указания, то тогда у нас вот тоже начинается с глагола. И обратите внимание, есть такое правило, что даже если, когда мы обращаемся к толпе, скажем так, да, к большому количеству народа, мы очень часто ставим глагол в ик-форм, так называемую форму первого лица единственного числа. Ну, а дальше все по правилам. Поэтому, ну, здесь папа обращается, так скажем, папа как будто обращается к ребенку, и поэтому, естественно, мы выбираем форму ик, форму я, а не форму ты. Почему? Подумайте, кто знает это правило, напишите мне, почему у нас здесь форма я, да, а не форма ты. Мне будет интересно, что вы об этом знаете. Да, и давайте смотреть, какие у нас тут слова. Для этого мы сейчас перейдем к письму, будем писать. Ga nou even rustig zitten. Так, одну секунду. Мне нужно найти этот листочек. Ga nou even rustig
zitten. Вот, посмотрите, чистый императив. Начинаем с ik-форм, так называемый, да, от глагола gaan. У нас будет ga. Ну и дальше у нас начинается самое любимое. Nou even. Nou even. Для тех, кто начинает язык, это самая головная боль, потому что люди обычно не понимают, куда вставлять вот эти так называемые particles, частички. Если мы говорим по-простому, да, то у нас now, сейчас сделаю побольше, эквивалентно нашему русскому ну. Есть еще огромное количество переводов этого слова, но обычно это у нас ну. Да? Слово even очень употребляемое, и even у нас имеет тоже несколько значений. Самое главное значение even – это указать, что что-то происходит сейчас, что тебе нельзя отвлекаться, а нужно сделать сейчас. Например, когда вы приходите в магазин и вас просят, вы спрашиваете у продавца, а вот что-то там есть у вас, то, что не лежит в магазине, не можете ли вы посмотреть? И голландцы говорят, ik ga even kijken, сейчас пойду посмотрю. Да? Или ik ga even roken in de pauze, я пойду сейчас туда-сюда, быстренько одна нога, другая здесь, покурю. Да? Вот это будет у нас even. И, естественно, в этом переводе у нас папа говорит, давай-ка садись уже спокойно. Глагол у нас zitten, я вам выписала в PDF и глаголы, и прилагательные, и частички, но там будет у нас маленькая игра. Я не ко всем глаголам, не ко всем словам написала перевод. То есть вы должны будете поработать и написать перевод в этой PDF-ке сами. И таким образом вы запомните то, что вы сегодня услышали от меня. То есть иди, иди-ка, ну давай-ка, сейчас быстренько, спокойно посиди. Вот так можно перевести эту фразу. Так, одну секунду. Helemaal ziek van jou. Wat een... Helemaal ziek van jou. Сокращенная форма. Ik ben helemaal ziek van jou. Ты меня с ума сводишь, да. Ziek – это больной, van jou – от тебя дословно, да, то есть ты меня делаешь заболевшим. Helemaal – совершенно, совсем. И поэтому мы очень часто в речи сокращаем, можем сказать, ik ben helemaal ziek van jou geworden. Или вот как здесь папа говорит, helemaal ziek van jou. То есть ты меня совершенно делаешь больной, или, простыми словами, с ума сводишь, ты мне надоела. Kutkind ben je af en toe, zeg. Тут у нас замьючено, потому что папа говорит, wat een kind ben je af en toe zeg. Да, я не могу, меня замьютят или не дадут видео выйти. Я вам напишу лучше, что папа тут говорит. Самое главное для вас обратить внимание вот на такой момент. Секунду. Одну секунду. Так, что у нас папа тут говорит? Вот. Ну, дальше я вам тут напишу то, что папа говорит, не очень хорошее слово. Но мы никуда его не можем убрать, раз оно произнесено, и мне надо его объяснить. Вот давайте посмотрим, как у нас строятся вот такие предложения такого типа. Когда мы выражаем какую-то реакцию, например, мы говорим по-русски «как прекрасно», «как хорошо», «как плохо», «как замечательно». Мы используем слово «как». Голландцы в этом случае используют слово «wat».
да, при выражении реакции. Вот я вам напишу. И, соответственно, папа тут очень раздражен, поэтому он говорит, вот он, т. Так, у меня Т9 само исправила. Не хочет он такое слово. Вот он, kind af en toe zeg. Сейчас я посмотрю, как у нас точно строилось предложение, чтобы вас не сбивать. Вот, ага, вот он, ben jij af en toe zeg. Он даже полное предложение здесь сказал. Ben je, да, вот. Не хочет, да, видите, он не хочет он мне тут все это прописывать, да. Вот это слово мы знаем, это женский половой орган в довольно грубой форме, да. Вот. Ничего с этим поделать не могу, так как программа молодежная и отдельный разговор о нецензурной лексике я буду проводить со специалистами. Подождите немножко, у меня выйдет очень интересное интервью, но в данном случае, да, я ничего не могу с этим поделать. Вот, пожалуйста, они употребляют такое слово. Если вы хотите кого-то обругать, просто подставьте это слово и дальше другое какое-то слово. Например, когда у вас был плохой день, то очень часто мы говорим вот дах, да, плохой день у меня был, отвратительный. Ну, и любые другие слова вы можете как бы совмещать с этим нецензурным словом, и получается, что вот какое-то неприятное событие, неприятный человек. Ben jij, мы видим, что у нас, так как у нас идет инверсия, вы что-то поставили на первое место, потом у нас идет глагол, и только потом у нас идет подлежащее af en toe. Вот это вот af en toe тоже запомните, потому что af en toe полное наречие, да, то есть оно неразделимое. Это иногда, время от времени. Иногда время от времени. И вот меня спрашивают, Мария, что такое «жех»? Вот в конце, когда у нас идет какая-то разговорная фраза, да, и потом люди говорят «жех». «Жех» — это усилительная частица, это не переводится глаголом «скажи». Ну, в русском можем, да, мы говорить, например, «да, скажи-ка», «zeg het maar», но или «zeg maar dat», или еще что-то. Но в данном случае лучше всего она звучит по-русски как «ну» тоже, да. То есть папа говорит «ну ты и противный иногда ребенок». Смотрим дальше. Ongelooflijk. Ongelooflijk — это у нас прекрасное прилагательное, тоже очень часто выражается реакцией, да, посмотрите, как пишется. Ongelooflijk от глагола geloven, верить, он отрицательная частичка, то есть невероятно, какой-то противный ребенок. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we. In een prachtig... Одну секунду, чуть-чуть я перемотаю вам, чтобы мы могли не какими-то обрезанными фразами, а более или менее текст переводить. И так. Zijn we weer. Daar zijn we In een weer. prachtige Harderwijk. Daar en ja, daar zijn we weer
in het prachtige Harderwijk. Ну, Harderwijk — это город в Gelderland, провинция Gelderland. И вот тоже фраза, которую можно запомнить целым куском. Daar zijn wij weer. Итак, мы снова здесь. Мы снова здесь. Да, и смотрите, у нас практически вот один глагол из главных частей речи и одни какие-то маленькие частички. Daar — это тут или здесь, sein wir, мы. Опять смотрите, инверсия обязательно, если вы поставили что-то на первое место. Потом у нас идет глагол, и только потом подлежащее. Wir — это опять. А обратите внимание на это слово. Если у нас есть артикль, это слово амоним, то есть пишется одинаково, но значение разное. Het weer — это погода, да? А просто wir — это снова и опять. Как мы узнаем, где погода, где не погода, если у нас вдруг, например, нет даже артикля? Мы всегда это знаем по месту слова в предложении. То есть если у нас это существительное, то оно встанет в определенное место. Если это у нас наречие, как здесь, да, то оно встанет тоже в определенное свое место. Поэтому обращайте на это внимание. Heel leuk. En met wie zitten wij? De jongste kandidaat. Здесь пробежала, да, heel leuk. Здорово, отлично, супер. En met wie zitten wij? Ну и с кем вы тут? Обратите внимание, что глагол zitten, да, очень часто он и в словаре будет переводиться двумя способами. Первый, вообще у него очень огромное количество переводов, но основные, да, это сидеть. И в принципе, значение слова глагола zitten, как сидеть, мы используем не так часто. Это прямо вот момент расположения физического. Но чаще всего мы глагол zitten используем в значении быть, находиться. И поэтому, если мы говорим, например, mein Telefon zit in my tas, он там не сидит, конечно, а он там находится, располагается. И здесь тоже en met wie zitten wij, то есть, в принципе, здесь не про сидение, так же, как ik zit op school. Почему меня спрашивают студенты, почему мы говорим ik zit op school? Мы не сидим там, да, мы там находимся, располагаемся. Здесь тот же самый перевод, с кем мы здесь сегодня, да. Поэтому у нас выбран глагол zitten. И обратите внимание, что у нас... Ну, в принципе, ладно, мы сейчас этот момент пропустим, потом я вам объясню кое-что. Чуть-чуть я перемотаю. De kandidaat van Bondgenoten ooit. Het is De jongste kandidaat van Bondgenoten ooit. De jongste, обратите внимание, да, jongste кандидат, вот здесь у нас прилагательное young, это молодой, маленький, а здесь он у нас в форме, даже не в сравнительной форме, а в... Так, меня отвлекли, что у меня из головы вылетело русское название не сравнительное, а... Превосходная степень, да. Это de jongste, да, это превосходная степень от прилагательного young. И, ну, как она формируется, это можно прочитать в любом учебнике. А самое главное, что когда мы используем вот такую вот форму, да, мы всегда ставим сюда артикль de или het, потому что эта превосходная степень говорит, что это что-то уникальное в своем роде. Это такое что-то очень... ну, оно одно в своем роде, да, самое-самое, и поэтому нам нужен какой-то артикль. Либо это артикль de, либо артикль это будет het, в зависимости от последующего существительного. Здесь в данном случае de kandidaat, значит de jongste kandidaat van Bondgenoten ooit. Самый маленький кандидат союзников, так называется эта передача, как я вам говорила раньше еще, вообще во все времена. Ooit, вообще во все времена. de enige echte.
Alisa, Так, сейчас посмотрим. De kandidaat van Bondgenoten ooit. Het is de enige echte. Alisa. Да, никак не удается перекрутить. Het is de enige echte кандидат Алиса. Это единственный настоящий кандидат Алиса, которую зовут Алиса. Enige – единственный, echte – настоящее. Как запомнить эти слова? Enig kind of het enige kind – единственный ребенок. Echt – в любое, придете в магазин, где продают кожу, сумки или ботинки, там будет написано echte leer – настоящая кожа. Вот можно какие-то параллели провести. Echte. Alisa. Zit zo hoor. Heb je er zin in? Zit zo hoor. Heb je er zin in? Смотрим дальше. Зидзегор, да, вот здесь у нас тоже зидзе. Это не вопрос, это утверждение, но и даже не повелительное наклонение. Это у нас разговорная речь, когда вот мы меняем, если короткие предложения, хотим что-то выразить очень экспрессивно, да, то у нас глагол уходит на первое место. Зидзе. И вот она. И наше любимое слово паразит гор. Гор, если дословно переводить, это будет как «слышь», «слышь ты», да, но в принципе гор не переводится никогда. Это усилитель отрицания или утверждения. Я-ор, не-ор. Моя большая просьба внимательно посмотреть, как пишется это слово, да, ни в коем случае здесь нельзя произносить дифтонг «у», потому что вы тогда скажете матное слово. Вот. И «or», «ха», вот это первое, оно тоже не произносится практически. Получается, мы как будто слышим не «or», а «or», да. То есть вот этот усилитель, и голландцы некоторые говорят его через слово «я», «or», и «kom», «or», «zeker», «or», да, то есть это усилитель утверждения или отрицания. Hebben je er zin in? Очень интересная конструкция. На самом деле, скорее всего, он хотел сказать heb je. Сейчас я перемотаю, потому что я уже просто не помню. Но иногда у нас субтитры, да, потому что это живая речь, субтитры у нас нехорошо отображают, что говорит человек, да, и, скорее всего, это звучит как heb je er zin in. Давайте посмотрим, что это за фраза такая важная. Начнем опять писать. Где у нас голландский? Так, не хочет у нас. Таким способом не хочет у нас. Вот теперь хочет. Heb je er zin in? Если бы мы обращались к большему количеству числу людей, тогда бы было бы hebben jullie er zin in. Вот, мы смотрим, да? Что же это такое за zin in hebben? И это выражение, да, у нас на самом деле, если это без вопроса, я могу сказать ik heb nu zin in koffie. Ik heb nu zin in wandelen. То есть, может быть, глагол идти сзади этой конструкции, инфинитив, или существительное. И что же это означает? То есть, сама конструкция звучит вот так. Hebben er zin in. А это на самом деле в русском языке переводится как слово «хотеть», и не более того. Да, вы знаете, что у нас есть глагол willen, но глагол willen, если вы спросите у любого голландца, почему его еще смягчают graag, я об этом уже говорила частичкой graag, потому что он переводится как очень-очень сильно желать, что его даже, когда мы говорим «я хочу кофе», да, мы говорим не просто «ik wil koffie», «ik wil graag
копи кофе, да, иначе это получится как вынь да положь. А вот если вы хотите использовать что-то равноценное слову русскому «хотеть», да, то тогда у нас вот есть разные варианты, и один из них это «зин ин эржин ин hebben». Запоминайте его полным чанком, потом вы поймете, почему нам нужно здесь «р», чтобы не углубляться в грамматику. Для этого есть отдельные уроки. Мы знаем, что если у сказуемого, у глагола есть в конструкции обязательный предлог, то тогда у нас будет здесь тоже «р». Для тех, кто только начинает учить язык, это совершенная абракадабра. Для тех, кто примерно на уровне B1 плюс B2, они уже это проходят и это знают. Да. При этом, при всем, у нас вот этот предлог еще и улетел обязательным порядком в конец. Поэтому, когда у вас спрашивают ваши коллеги «Laten wij koffie gaan drinken? Heb je er zin in?» то вам просто предлагают выпить кофе и спрашивают, хотите ли вы вообще пойти вместе и пить это кофе. Или там говорят, я не знаю, я вот сейчас пойду туда-то, туда-то, пошли вместе, have you seen in, хочешь ли ты? Вот, то есть мы можем обходиться здесь без глагола willen. Дальше идем. Hebben we zin in? Ja, oké. Ja, toch? Wat gaan we doen Gelukkig. vandaag, Benjamin? Vertel eens even. Nou, ja. Hebben we zin in? Ja, oké. Ja, toch? Wat gaan we doen Gelukkig. vandaag, Benjamin? Vertel eens. Итак, смотрим. То есть они несколько раз повторили. Have you seen in? Да, у нас не совсем правильно автоматически субтитры переводят. Давайте еще раз я вам перемотаю. Я окей. Я тох. Вот у нас появляется наше любимое тоже слово паразит или частичка тох. Тох имеет два значения. Давайте я вам как-то уже об этом говорил, но тем не менее, тох у нас имеет значение либо ведь, когда мы переспрашиваем, да, ну ты что, завтра придешь ко мне, морхе, я тох, да, ведь, или здесь вот как раз вот это вот ведь, или частичка тох у нас входит в разряд негативных. Что такое негативных? Когда человек раздражен, то есть негативная эмоция, очень часто используют частичку тох. Например, nou toch, да, вот здесь в этой фразе есть некое раздражение, да, когда человек, например, долго ждет или что-то, и вот тогда у нас появляется этот тох тоже. Обратите на это внимание. Это слышно в контексте. Wat gaan we doen vandaag, Benjamin? Так, здесь они тут друг с другом разговаривают. Hebben we zin in? Ja, oké. Ja, toch? Wat gaan we doen vandaag, Benjamin? Vertel eens even. Nou, jij hebt ouders. Ja, wat gaan wij vandaag doen? Vertel eens even. Да, сейчас мы посмотрим. У нас здесь не совсем правильно перевел. Да, вот gaan wij vandaag doen. Здесь у нас тоже, да, так как это речь у нас всегда бывает, любая речь носительная с ошибками. В классике должно быть вот gaan wij vandaag doen, да, но тут он переставил слова. И дальше другой коллега говорит vertel eens even. Вот опять у нас эти маленькие частички eens и even, да. Even говорит о том, что давай вот сейчас это рассказывай, давай-ка сейчас расскажи. Давай-ка сейчас расскажи, давай-ка расскажи, давай-ка рассказывай, да. Vertel eens, здесь у нас императив, повелительное наклонение. Опять же, да, заметьте, какое количество в живой речи повелительного наклонения. Eens у нас еще является, кроме того, что переводится как «когда-то», вы увидите его в этом значении, еще переводится как смягчающая частичка, да. Kijk eens, vertel eens. Это вот как смягчающее, да, чтобы не звучало как собака в императиве, то добавляют это eens. Затруднением является то, что изначально вам говорят
говорят, что смягчающей частичкой является maar. Потом вы узнаете, что есть eens, а потом еще узнаете, что есть какие-то частички. Так вот, в голландском языке голландцы знают, с каким глаголом для смягчения употреблять maar, с каким глаголом употреблять eens. И они тоже меняют и добавляют значения. Вот с глаголами kijk and vertel мы используем для смягчения eens. И это нужно просто запомнить. Ну, even здесь у нас для того, чтобы указать, что сейчас это происходит, да, быстренько. Nou, je hebt ouders die zijn niet zo lief voor hun kind. Heel veel natuurlijk. Now, je hebt ouders, die zijn niet zo lief voor hun kind. Опять now, ну, самое лучшее здесь, самое лучшее в качестве перевода. Ну, у нас есть родители, ouders, родители, да, ouder, ein, ouders, много, да, родители, которые, die здесь указательное местоимение, которое переводится как которые, не очень хорошо, не очень милы, скажем так, live, да, для их детей. Ну, это мы так дословно переводим, а так мы скажем по-русски, что есть родители, которые не очень хорошо относятся к своим детям, да, не очень дружелюбно к ним относятся. Dus een ouder hebt die dus niet zo lief is voor het kind. Ja, ik ben vandaag de vervelende, vreselijke papa. Что тут у нас говорят ребята, да? Ik ben vandaag de vervelende, vreselijke папа. Да, я сегодня vervelend en vreselijk. Да, vervelend очень опасное слово, потому что сейчас мы посмотрим, оно в разных контекстах может иметь разные, служить разной частью речи и иметь разные переводы, да. И сейчас мы это будем разбираться, смотреть. И слово vreselijk. Vreselijk — это ужасный. У нас даже Петра, извиняюсь, не Петра Первого, а Ивана... Нет, Ивана Грозного называют verschrikkelijk, да, у нас еще одно слово ужасный. В общем, но vreselijk тоже переводится как ужасный. Да, Ивана Грозного на самом деле назвали голландцы Иван de Verschrikkelijke, да, тоже грозный, ужасный. И vreselijk тоже ужасный, плохой, в значении ужасно плохой, неприятный. Да, и давайте посмотрим на vervelend. У нас есть глагол. Будешь ли ты сразу? Да, будет. Zich. Нет, не будет. Тоже у нас. Vreselijke программа. Zich vervelen. Это скучать. Не по кому-то скучать, а когда вот скучно. Да, у нас в русском есть слово «скучно», а в голландском это возвратный глагол «скучать». Напишу вам, что в значении «скучно», но как глагол это «скучать от безделья». Но что у нас бывает с этим интересным глаголом, если мы его сделаем причастие vervelend? Так, тоже не хочет у нас. Vervelend. Да, вот мы сделали причастие, добавили day, да, и получилось у нас vervelend. Так вот, vervelend — это, например, doen vervelend. Doen vervelend. Значение меняется на совершенно противоположное. Дети очень часто кричат друг другу «Do niet so vervelend!» Да, это приставать, делать что-то неприятное, да, вот дергать кого-то. Когда дети, знаете, ходят за вами как хвостик и что-то вас дергают. Мама, дай то, мама, дай сё, папа, дай то. Это вот как раз vervelend, причастие, которое по функции является прилагательным. И в данном случае vervelende vader — это неприятный отец, который делает какие-то вот неприятные вещи, раздражающие вещи.
То есть обращайте внимание, если это не глагол, например, ik verveel me nooit, я никогда не скучаю, мне никогда не бывает скучно. А если я скажу doe niet zo vervelend, не приставай, не доставай, вот доставатель какой-то достающий, это вот будет как раз причастие в функции прилагательного. Или, например, сказать, я могу сказать, ik was behoorlijk een vervelend kind. Я была очень приставучим, надоедливым ребенком. Ну, частично это правда. Vader kan heel punt worden. Ja. Ik ben opeens vader geworden van een meisje van 5. Dat is bijzonder ineens. Ja. Еще раз я перемотаю, потому что они говорят очень быстро, чтобы вы понимали, о чем они говорят. Is vader geworden van een meisje van 5. Ik ben vandaag de vervelende, vreselijke papa. Vader kan heel punt worden. Ja. Ik ben op... Ну, тут речь, он там не договорил предложение, да, типа father, can hear, word не eens, и не договорил, да, то есть father, то есть отец, это слово, да, сюда не могу я всунуть даже, да, здесь не подходит. И дальше он продолжает сбивчиво разговор. Opeens vader geworden van een meisje van 5. Dat is... En opeens word ik vader, of ben ik vader geworden van een meisje van 5. Opeens, вдруг, внезапно, я стал отцом девочки 5 лет. Да, обратите внимание потом с субтитрами, как это полное предложение пишется. Ik ben opeens, я vader geworden van een meisje van 5. То есть внезапно я стал отцом 5-летней девочки. Dat is bijzonder ineens. Ja. Dat is bijzonder ineens. Это действительно внезапно, удивительно, да? Bijzonder. Обратите внимание, это единственное слово в нидерландском или в голландском языке, которое по правописанию это пишется lange ei, и произносим мы ее как ei, но вот в этом слове мы ее произносим как корte и bijzonder, bijzonder, bijzonder. Да. And ineens равносильно это синоним opeens, тоже внезапно, вдруг, тоже можно перевести. Да, то есть это, да, как мы по-русски скажем на сленге, да, вот внезапно тут такое удивительное случилось, что ты папа 5-летнего ребенка вдруг встал. Het is echt een hele rare, hele moeilijke bevalling ook geweest. Здесь мы смотрим, да, ja, het is echt een hele rare, hele moeilijke bevaling ook geweest. По-моему, он сказал даже geworden. Сейчас я не уловила, посмотрю. Что мы здесь видим? Это действительно, это слово у нас же встречалось, запоминаем его. Очень странное, очень тяжелое рождение было. Да, тоже было. То есть это было действительно очень странное, очень сложные роды были тут. Bevalling – это роды, да. Здесь echt не в значении настоящий, да, как вот мы говорили, но echt еще переводится у нас на самом деле, да, это или действительно, это переносное значение слова echt, это действительно были очень странные, очень сложные роды. Тоже такие. Смотрите, у нас есть слово raar, да,
странные, необычные. Например, если вы про кого-то хотите сказать, что странный человек, rare Mensch, да, то есть тоже это можно использовать. И обратите внимание, еще немножко грамматики, да, если у нас слово de существительное, то к прилагательным у нас представляется хвостик Таким образом, у нас происходит склонение прилагательных. Да? Если у нас слово had используется с неопределенным артиклем, то там у нас этого хвостика не будет. Это на А2 у нас всегда это противная, да, vervelende regel. Мы учим как раз, как спрягаются голландские прилагательные в зависимости от существительного, от артикля had, de или артикля un. И мы еще смотрим один важный момент. Hail – очень частая ошибка. Hail и fail. Давайте посмотрим на этот момент. Все ученики до определенного уровня делают ошибку. Hail у нас комбинируется... Вот не хочет сегодня он работать. Hail у нас комбинируется с прилагательными. То есть как у нас здесь было? Hail, rar, или здесь в данном случае hele, rare, да, потому что следующее существительное у нас de, существительное с артиклем de. А вот если у нас будет, вы хотите сказать много и поставить потом существительное, то у нас будет слово не hail, а fail. Fail mention, например. Много, да? То есть fail плюс существительное. То есть fail mention. Почему такая путаница? Потому что всегда путают, говорят hail mention нельзя сказать, или fail rar, или fail moeilijk мы тоже не можем говорить. То есть запомните, fail комбинируется только с существительным, hail комбинируется только с прилагательными. Говорят, а вот когда люди говорят hail, fail, потом, да, так как у нас эта конструкция будет оканчиваться на fail, то тогда, естественно, что у нас после этого пойдет? Да, тоже только существительное. Hail, fail, mention, да. Пожалуйста, комбинируйте, потому что hail – это очень, а fail – это много. Ну, соответственно, мы тоже говорим очень много, hail, fail, mention, очень много людей, да. Но мы не говорим очень люди. Нет, но мы можем сказать очень странный. И также мы говорим много людей, но мы не можем сказать очень людей. Да, то есть вам просто надо запомнить, что hail – это очень, а fail – это много. И тогда у вас пазл-то, как говорится, сойдется. Так, секунду, по-моему, я микрофон не включила для YouTube, поэтому сейчас я еще раз это сделаю. Echt een hele moeilijke bevalling ook geweest, ja. Ja. En we gaan kijken hoe mensen daarmee omgaan. Ja. Прекрасное предложение. En wij gaan kijken hoe mensen daarmee omgaan. Да? И мы пойдем посмотрим, хан – выражение будущего времени, потому что это они будут делать через 5 минут. Мы пойдем посмотрим, как люди, то есть вот с этим плохим, как они реагируют на вот этого плохого папу. Daarmee указывает на что-то в прошлом, о чем они говорили в прошлом.
то есть о ситуации, то, что он будет играть роль плохого папы, который плохо обращается с ребенком, да, и вот эта роль плохого папы, который плохо обращается с ребенком, здесь в голландском это daarmee, то есть с этим по-русски, да, с этим, как люди на это реагируют или, скажем так, с этим обходятся, потому что глагол omgaan – это обходиться, дословный перевод, то есть и мы посмотрим, да, как люди с этим обходятся. Вот с таким отношением плохим отца к ребенку. Doen? Ja. Doen? Ja. Ну, здесь все просто, да, мы сокращаем дун, да, ну, что сделаем, дун, будем делать. Тем более они говорят с ребенком, ну, ребенок говорит да. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. У нас еще осталась минуточка, и как раз посмотрим. Начнем смотреть на социальный эксперимент сам по себе. Ja, ik moet zo meteen heel naar tegen jou gaan doen, maar dan kan ik toch helemaal niet tegen zo'n lief. Ja, ik moet zo meteen heel naar tegen jou gaan doen, maar dan... Давайте длинное предложение мы разобьем. Тут опять AI у нас не совсем правильно переводит. Ik moet zometeen heel naar tegen jou gaan doen. Смотрите, какое сложное предложение. Давайте мы его запишем. Ik moet zometeen heel naar tegen jou gaan doen. Там очень много подводных камней. Не хочет. Ну ладно. Ik moet zometeen heel naar tegen jou gaan doen. Ой, накрутил, скажете вы, да? Глагол у нас moet. Мы все знаем, что глагол moet должен имеет два значения. Должествование, например, ik moet naar wc, или в инструкциях, да, или когда должен, там, не знаю, забрать ребенка, иначе полиция приедет. Это должествование. А еще этот глагол обозначает нужду, нуждаться. И вот как раз в магазине около кассы вас спрашивают moet een tasje. Это типа нужен ли тебе пакетик, и вы, голландцы говорят, нет, ik hoef niet, я hoef niet, нет, не нужно, да, то есть, но в этом случае у нас как раз должествование, он говорит, я должен zometeen, то есть в скором времени, вот сейчас, когда мы будем снимать социальный эксперимент, вот слово zometeen, иногда оно пишется раздельно, немножко разное значение, zometeen будет переводиться, если не раздельно, сию секунду. Zometeen в скором времени. Heel naar. Вот у нас здесь первый пошел, да. Если мы не разбираемся в построении предложения, то тогда у нас вот это выражение совсем человека сбивает с толку, потому что вы привыкли, что naar – это предлог движения в или на. Я иду в больницу, я иду на рынок, да. Ik ga naar het ziekenhuis или ik ga naar de markt. А тут что такое? Какой предлог-то тут? А тут это не предлог, потому что слово naar имеет отдельное значение. Это у нас прилагательное ужасный или плохой, да? Отвратительный. Это naar. Как мы это знаем, что это не предлог? Мы, конечно, увидим, что у нас здесь нет никакого существительного, потом, которое идет существительное за этим предлогом. Секунду. Немножко меня сбили, я все-таки дома. Раз нет существительного, значит, у нас это и не предлог. Дальше мы смотрим. Если мы поднимемся выше, то мы знаем, что heel – это очень. Да? То есть нам надо искать слово naar в словаре второе или даже третье значение. И мы увидим, что naar обозначает ужасный, неприятный, противный и так далее. Да? И tegen jou gaan doen,
Ну, тут понятно. Tegen, то есть это действие, направленное к тебе. Например, zeggen tegen. Ik zeg tegen jou. Я говорю тебе. Да? То есть действие, направленное по отношению к тебе. Gaan doen. Gaan – выражение будущего времени, то есть через, вот, неважно когда, но будущее время, да, совершенный вид будущего времени. И doen – делать. То есть как мы это переведем? Heel naar – это очень плохо, очень некрасиво, противно. Итак, я должен вот сейчас, в скором времени, очень плохо с тобой обращаться, очень плохо к тебе относиться, делать тебе не очень хорошо, да, очень плохо. Вот так это будет дословно звучать, вот это странное предложение. Да, вот отвлекли меня, вот так переводится это. Сейчас пойдем дальше. Немножко далековато перемотала. Так, вот сейчас. Вот. Kan ik dat helemaal niet, hè, zo'n lief meisje? Дальше мы смотрим, он говорит, maar dat kan ik toch helemaal niet tegen zo'n lief meisje. Но я не могу этого делать таким, ну, не могу делать тебе плохо, да, не могу плохо обращаться с такой милой, с такой приятной девочкой. Здесь у нас, в принципе, да, очень тоже много маленьких непонятных слов. Давайте почти дословно переведем, хотя дословно такие фразы не переводятся, да, они опять же чанками такими переводятся, но тем не менее, давайте попробуем. Этого, обратите внимание, инверсия, святая инверсия, да, сказал на номер 1, поставил что-то, дат, потом у нас сразу глагол, и потом только у нас подлежащее. То есть мы не можем говорить maar dat ik kan, да, maar dat kan ik toch helemaal niet. Но я ведь совсем не могу делать это с такой милой девочкой. Да? Что такое zo'n? Zo'n – это сокращение, произносится как zo'n, а сокращение это от двух слов. Zo een – такой, такая или подобный. Да, для чего опять нам tegen? Возвращаемся к тому, что мы уже говорили. Когда действие направлено на кого-то, это, так сказать, выражение косвенного падежа, то есть вот tegen – это в направлении кого-то. Например, говорить кому-то, делать с кем-то – это будет у нас tegen. Не путать с предлогом met, потому что met – это прямо с, а здесь действие, направленное на кого-то. Вот оно вот так вот, да. Логично, друг перед другом они стоят, поэтому мы используем здесь предлог tegen. Ja, waarom vind je mij zo lief? Ja, omdat je Ну, здесь тоже все понятно, да. Ну и почему же ты меня считаешь такой милой? Lief. Ja, omdat je gewoon heel aardig bent. En dan moet ik heel gemeen tegen jou gaan doen. Dat is Давайте посмотрим. Ja, omdat jij gewoon heel aardig bent, потому что ты, вот слово gewoon тоже имеет несколько значений. Я даже в PDF расписала их в 2 таблицы. Gewoon может являться так некоторые частицы, да, опять же словом паразитом. Некоторые голландцы реально вот в Роттердаме используют его и в дело, и в не в дело. Ik ga gewoon naar de winkel, ik doe gewoon mijn dingen. Да, здесь оно ни к чему это вот в русском эквиваленте переводится как типа или просто и используется как слово паразит. А вообще слово gewoon переводится тоже несколькими значениями: нормальный, обычный или просто. Вот здесь вот, потому что ты просто очень
приятная, добрая девочка, потому что очень приятная и добрая. Aardig. Это такой добродушный, доброжелательный человек. И очень интересное слово. En dan moet ik heel gemeen... По-моему, там было tegen je doen. Gemeen. Очень странное слово в употреблении. Обратите на него внимание. В своем нормальном значении gemeen — это, опять же, плохо, неприятно. То есть, когда человек грубит, хамит, вот он делает gemeen. И тогда это слово, это прилагательное, может быть стоять одно, вот здесь вот нет у нас существительного, да, а может перед существительным стоять. Например, gemene man. Hij speelt een rol, hij speelt een gemene man. Да, очень противного, грубого грубияна, грубого мужчины. А если мы поставим это слово gemeen в конец предложения, немножко в другом контексте, вот обязательно поставить его надо в конец, то тогда оно переводится как «иметь что-то общее». Давайте я вам напишу. Вот, давайте посмотрим. Мы почти уже заканчиваем на сегодня. Ой. Gemene man или doen, например, gemeen doen. Это грубо, плохо. Ой, грубо. Так. Грубо, некрасиво, плохо, да? Вот это вот будет gemeen. Gemene man — это какой-то вот грубиян. А если я скажу такую фразу: Ik heb heel veel met je gemeen. В этом случае она будет переводиться, эта фраза: «Я имею с тобой много общего». Я имею с тобой много общего. Ну, тут надо понимать контекст и надо понимать, в каком месте, да, стоит это прилагательное. Поэтому будьте с этим аккуратны. Но если вы услышите фразу такую расхожую «doe niet zo gemeen», да, «не делай так мерзко, не делай так грубо», то вот вы будете знать, что кто-то кому-то предъявляет претензии. А если «ik heb heel veel met jou gemeen», или мы говорим «Nederlanders en Russen» of «Nederlanders en Amerikanen hebben heel veel gemeen» qua культур, то есть, например, там американцы и голландцы, или там голландцы и русские, у них много общего в культуре, то вот тоже может это слово по-другому употребляться, в совершенно другом значении. Давайте пойдем дальше. Tegen jou gaan doen, dat is toch niet leuk? Ну вот он с ней договаривается, то есть gemeen tegen jou gaan doen, то есть я буду плохо с тобой обращаться. Is toch niet leuk? Обратите внимание, dat is никто не говорит, у нас все сглатывается, мы говорим dat is toch niet leuk, das будет звучать, да? То есть, ну это же не здорово. Nee. Als ik aan het bellen ben en we komen aangelopen en ik ben even aan het praten. Очень длинное предложение, он дает инструкции. Давайте разделим его на несколько частей. Это последнее наше сегодня предложение будет. Als ik aan het bellen ben en we komen... Первая часть. Als ik aan het bellen ben. Да, здесь мы знаем, уже с B2 в конце мы начинаем эти предложения учить, когда
Мы говорим о том, что происходит вот сию секунду, так называемый голландский continuous, который используется либо в прошедшем, либо в настоящем времени. И как он производится, да, у нас zijn плюс an плюс het плюс инфинитив. Обратите внимание на конструкцию, да, у нас предложение начинается с придаточного. Здесь мы видим, почему придаточное, потому что у нас есть предлог, вернее, союз aus, если, или когда, то есть когда я звоню, да, когда я в процессе звонка, Komen aangelopen en ik and we komen aangelopen. Очень интересная структура предложений. Я не буду сегодня на ней останавливаться, потому что за 2 минуты ее не расскажешь, да. We komen aangelopen, глагол komen, это начинается вот на примерно B2 уже такие конструкции. Глагол komen вместе с глаголами движения, да, обратите внимание, как еще и причастный второй глагол, в форме причастия второй глагол у нас, да. And we komen aangelopen, это говорит о движении, которое вот сейчас происходит, да, и мы подойдем, и мы подходим, да. Ik ben even aan het praten. Тут мы тоже видим, да, ik ben even aan het praten, и я стою, разговариваю, я тут, ну, как бы в процессе разговора быстренько. Dan mag jij opeens wel zeggen van... Dan mag je opeens wel zeggen van, и тогда ты вдруг можешь сказать, да, вдруг ты говоришь, даже не можешь, а да, вдруг ты говоришь, opeens, мы уже сегодня видели это слово, вдруг, да, wel усилитель, да, вот этого opeens, и тогда вдруг ты говоришь, да, и а что говоришь? Вот здесь нам нужен предлог van. Gaan we naar de trein. И ты вдруг говоришь, типа, вот здесь для типа это фан будет, да, пойдем на поезд. Oké. Goed onthouden dat het nep is, ja? Девочка соглашается, все поняла. Молодец, какая, 5 годиков всего, актриса прирожденная. И пап, так называемый папа, он на самом деле не ее папа, конечно. Goed onthouden dat het nep is. Опять укороченное предложение, которое в речи мы очень часто употребляем. Мы не говорим en jij moet hierbij goed onthouden. Просто отрезаем первую часть и говорим goed onthouden. Хорошо запомни, что это все неправда. Nep – это искусственный или неправдивый, или, например, вот nep news, да, то есть по-русски у нас будет неправдивые новости, да, nep news, то есть не забудь, что это все неправда. И nep, естественно, у нас здесь является прилагательным, это вообще прилагательное. Ja, Oké, beloofd? beloofd. Beloofd. Здесь мы видим, да, что слово beloofd тоже сокращенная версия, как, знаете, вот мы используем причастие очень часто как какие-то вот сокращенные предложения, например, afgesproken, да, значит договорились. Beloofd – обещаешь, и она отвечает, я beloofd – обещаю, от глагола beloven. Ну что, закончим на сегодня наш разбор, и на следующей неделе мы продолжим этот социальный эксперимент. И там вы увидите, как люди реагируют на плохого папу, который ругается на ребенка. И это очень важно, потому что у нас будут повторяться слова, и таким образом вы очень хорошо их запомните. И любые вот эти вот, скажем так,
целые фразы, которые у нас запоминаются лучше в контексте. Здесь мы их разбираем, как они строятся, потому что на слух, особенно новичку, когда очень много вот этих маленьких-маленьких словечек, да, это практически невозможно. Поэтому следите за новыми нашими разборами. До следующей недели. Пока-пока.